Ваши гены на 97% совпадают с ДНК существ, прилетевших со звезды за тысячи световых лет от Земли. Звучит как бред, но именно так гласят древнейшие шумерские таблички, которым больше 6000 лет. И то, что на них записано, способно перевернуть все, что вы знали о происхождении человечества. Чтобы понять, о чем речь, нужно перенестись в междуречье Тигра и Евфрата, на территорию современного Ирака. Именно там, в середине XIX века, археологи начали выкапывать из-под песка тысячи глиняных табличек, покрытых странными клиновидными значками. Эти значки оказались древнейшей письменностью в истории человечества, шумерской клинописью. Шумеры — народ, который буквально возник из ниоткуда, около 6000 лет назад, и за считанные века построил первую цивилизацию на планете. Города, каналы, суды, школы, математику, астрономию – все это появилось у них сразу и почти в готовом виде. И вот тут начинается странное. Шумеры не считали, что построили все это сами. В своих текстах они прямо писали: «Знания им дали существа, спустившиеся с неба». Они называли их Анунаки. В переводе примерно «те, кто сошел с небес на землю». И описывали их не как богов в облаках, а как вполне конкретных существ из плоти и крови, которые ели, пили, ссорились между собой, строили города и, самое главное, что-то делали с человеком. В 20 веке за расшифровку этих табличек взялся человек по имени Захария Ситчин. В 20 веке за расшифровку этих табличек взялся человек по имени Захария Ситчин. Он изучал древние языки, знал иврит, аккадский, разбирался в шумерской клинописи. И то, что он прочитал в этих текстах, заставило его посвятить всю оставшуюся жизнь одной единственной идее. По версии Ситчина, шумеры описывали не мифы и не сказки. Они описывали реальную историю Дения. Историю о том, как на Землю прилетели пришельцы с далекой планеты. Они описывали реальную историю. Историю о том, как на Землю прилетели пришельцы с далекой планеты. Планеты, которую сами шумеры называли Нибиру. Согласно табличкам, Нибиру — это огромное небесное тело, которое движется по гигантской вытянутой орбите и подходит близко к Земле лишь раз в несколько тысяч лет. И именно с этой планеты, если верить древним текстам, пришли те, кто изменил. И именно с этой планеты, если верить древним текстам, пришли те, кто изменил ход нашей эволюции навсегда. Скептики, конечно, только качали головой. Мало ли, что там понапридумывали древние люди, глядя в ночное небо. Но было одно обстоятельство, которое не давало покоя даже самым трезвым исследователям. Шумеры знали о нашей Солнечной системе то, чего знать никак не могли. В их текстах и на их печатях изображено Солнце в окружении планет, причем число планет совпадает с современным. Они знали про Уран и Нептун, планеты, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом и которые официальная наука открыла лишь спустя 1000 лет с помощью телескопов. Откуда народ Бронзового века мог знать то, что человечество узнало только в эпоху космических аппаратов? Ситчин пошел еще дальше. Он утверждал, что шумеры описали не просто... Они описали, зачем эти пришельцы прилетели. И причина оказалась до неприличия земной. Ануннаки, по его версии, явились на нашу планету не с миссией просвещения и не из любви к человечеству. Они пришли за конкретным ресурсом. Затем, ради чего люди и сегодня готовы воевать, обманывать и уничтожать друг друга. Им нужно было золото не для украшений и не для сокровищниц. Затем, ради чего люди и сегодня готовы воевать, обманывать и уничтожать друг друга. По прочтению табличек, золото требовалось им для спасения собственной планеты. Что-то происходило с атмосферой Нибиру, и решить проблему могло только это вещество, распыленное в небе. И вот тут в древней истории появляется деталь, от которой становится не по себе. Добывать золото своими руками пришельцы не хотели. Работа в шахтах была тяжелой, а рудники глубокими и опасными. И тогда, если верить шумерским текстам, было принято решение, которое и объясняет тот самый факт про 97% ДНК. Ануннаки решили создать работника. Существо, которое будет добывать золото вместо них. Существо, которого на Земле еще не было, и которое им предстояло собрать своими руками из того, что уже жило на этой планете. Этим существом, по утверждению Ситчина, стали мы. И способ, которым они это сделали, если верить расшифровке одной конкретной таблички, найденной в развалинах древнего города, выглядит настолько современно, что ученые до сих пор спорят, как народ, не знавший даже колеса в начале своего пути, мог описать процесс, который человечество освоило лишь в конце XX века.
Табличка, о которой идет речь, описывает не удар молнии, не глину, оживленную дыханием Бога, и не ребро, из которого вылепили человека. Она описывает лабораторию и двух главных действующих лиц. Первый — Энки, один из вождей ануннаков. Именно ему, по шумерским текстам, поручили решить проблему с золотом, потому что он был кем-то вроде их главного ученого. Второй персонаж — женщина по имени Нинмах, которую в разных табличках называют то богиней-матерью, то главной целительницей. Именно эти двое, если верить древним записям, и провели эксперимент, результатом которого стали мы с вами. И вот как это описано. Сначала ануннаки перепробовали множество вариантов, и все они провалились. В текстах прямо перечисляются неудачные попытки, существа, которые получались уродливыми, больными, неспособными ни к работе, ни к продолжению рода. Один не мог удерживать мочу, другой родился без пола, третий имел трясущиеся руки и слабые ноги. Шумеры описывали эти провальные образцы с пугающей дотошностью, как протокол лаборатории, где эксперимент за экспериментом идет не так. Шумеры описывали эти провальные образцы с пугающей дотошностью, как протокол лаборатории, где эксперимент за экспериментом идет не так. Наконец, у них получилось. И вот тут самое интересное. Чтобы создать рабочего, Энки, согласно табличкам, взял два компонента. Первый — существо, которое уже жило на Земле. Дикое, прямоходящее, но неразумное, проще говоря, местного примата, нашего далекого предка. Второй компонент — собственную кровь и плоть ануннаков, их сущность, как сказано в тексте. Эти два начала соединили, и получилось новое существо, которое взяло от земной природы тело, а от пришельцев — разум и способность подчиняться приказам. Понимаете, к чему это ведет? Древние шумеры за тысячи лет до Дарвина описали идею о том, что человек произошел от примата. И одновременно за тысячи лет до открытия генетики описали скрещивание, смешение двух разных видов. И одновременно за тысячи лет до открытия генетики описали скрещивание, смешение двух разных видов ради получения третьего. Именно поэтому сторонники этой теории и говорят про то самое совпадение ДНК. По их логике мы буквально наполовину земные, наполовину звездные. Дальше в тексте идет деталь, от которой у современных биологов брови ползут вверх. Полученную смесь, говорится в табличке, поместили в некий сосуд, и вынашивала первого человека не мать-примат, а 14 женщин из числа самих ануннаков. Они выступили, если переводить на современный язык, суррогатными матерями. Первую партию людей выносили именно они. Идея суррогатного материнства, вживление оплодотворенной клетки в чужое тело, все это человечество освоило только к концу XX века. А описано это, повторюсь, на глине возрастом в тысячи лет. И первые люди по шумерской версии не умели размножаться сами. Их создали бесплодными, как рабочую скотину, которую нельзя разводить бесконтрольно. Каждого нового работника приходилось собирать заново в лаборатории. Это было медленно и неудобно. И тогда Энки, если верить табличкам, провел вторую операцию. Он дал людям способность... Дал то, чего у них не было изначально. Именно в этом месте многие исследователи вспоминают совсем другую, куда более знакомую историю. Историю про сад, про древо познания, про запретный плод и про змея, который уговорил первых людей его сорвать, после чего они внезапно познали друг друга и были изгнаны. Только вот шумерские таблички, где фигурирует Энки, дающий людям способность к размножению, были написаны за много веков до того, как эту же сцену записали авторы Библии. И символом Энки, что особенно любопытно, была именно змея. Совпадение? Возможно. Но чем глубже исследователи копались в этих текстах, тем чаще натыкались на сюжеты, которые потом почти дословно повторятся в священных книгах половины человечества. Всемирный потоп. Первый человек в райском саду. Смешение языков. Долгожители, живущие сотни лет. Все это уже было записано на шумерской глине. Раньше, подробнее и с именами тех, кто за этим стоял. Один из этих сюжетов, про потоп, вскроет то, о чем ануннаки, судя по всему, предпочли бы, чтобы человечество никогда не узнало. Потому что вода, которая едва не смыла всех людей с лица земли, пришла не случайно. Ее, если верить табличкам, наслали намеренно. Прежде чем понять, за что ануннаки решили утопить собственное творение, нужно спуститься под землю, туда, куда шумерские таблички отправили первых людей сразу после их создания, в шахты.
И вот что интересно, Ситчин указывал вполне конкретное место, где по его прочтению текстов велась основная добыча золота. Не Ближний Восток, где нашли таблички, а юг Африки. Именно оттуда, из недр современного Зимбабве и Южной Африки, анунаки, по этой версии, тысячелетиями вывозили золото. Именно оттуда, из недр современного Зимбабве и Южной Африки, анунаки, по этой версии, тысячелетиями вывозили золото. И тут скептиков ждал неприятный сюрприз. В 1970-х, когда компания Anglo-American Corporation исследовала свои золотые месторождения в Свазиленде, геологи наткнулись на древние шахты. Очень древние. Радиоуглеродный анализ дал цифры, от которых становилось не по себе. Некоторым выработкам оказалось от 40 до 60 тысяч лет и больше. То есть кто-то целенаправленно добывал в Африке золото в те времена, когда по учебникам человек еще бегал за антилопами с каменным рубилом, и ни о какой горнодобывающей промышленности речи быть не могло. Зачем первобытному охотнику, которому золото абсолютно бесполезно, его нельзя съесть, из него нельзя сделать наконечник копья, лезть на десятки метров под землю и долбить твердую породу ради желтого металла? Сторонники теории ануннаков отвечали просто «незачем». А вот существу, которое создали именно для этой работы, деваться было некуда. Дальше Южная Африка снова подкидывает загадку. На плато рядом с современным городом Кемптон-Парк исследователи описали тысячи каменных кольцевых построек, соединенных древними дорогами и остатками террас. С высоты птичьего полета это выглядит как руины гигантского промышленного района, будто кто-то организовал здесь добычу и переработку в масштабах, немыслимых для древних племен. Часть исследователей относит эти сооружения к куда более поздним временам, но сторонники теории видят в них ту самую инфраструктуру: жилье для рабочих, дороги для вывоза руды, площадки для первичной обработки. Но вернемся к самим рабочим. Согласно табличкам, жизнь в шахтах была невыносимой. Люди трудились в темноте, задыхались, гибли под завалами и практически не отдыхали. И в какой-то момент они не выдержали. В шумерском тексте описан бунт, причем не человеческий, а более ранний. Сначала взбунтовались младшие анунаки, которых заставляли копать до появления людей. Именно их усталость и отказ работать, по преданию, и подтолкнули вождей к идее создать замену, существо, которое будет молчать и копать. Ирония в том, что спустя тысячелетия взбунтовались уже сами люди. И вот тут в истории появляется трещина между двумя главными ануннаками. С одной стороны, Энки, тот самый создатель человека. К своему творению он, судя по текстам, относился почти по-отечески. Он вникал в положение рабочих, заступался за них, не хотел их гибели. С другой стороны, Энлиль, верховный правитель, брат Энки. Для него люди были инструментом, не более. Расходным материалом, который расплодился, шумит, мешает и вообще ведет себя не так, как положено рабочей скотине. Именно этот конфликт ученого, полюбившего свое создание, и правителя, видевшего в людях только рабочую силу, и стал по шумерской версии той бомбой, что едва не уничтожила человечество целиком. Потому что Энлиль в какой-то момент устал. Люди размножились, заполнили землю, шумели так, что, как сказано в тексте, он не мог спать от их гвалта. И терпению верховного правителя пришел конец. Он решил проблему радикально, так, как решают ее с расплодившимися вредителями. Раз творение вышло из-под контроля, значит, творение надо стереть. Полностью, со всеми шахтами, городами и потомством. И у Энлиля появился идеальный инструмент. Он знал то, чего не знали люди. Он знал, что приближается катастрофа планетарного масштаба, способная смыть все живое. И он взял с остальных ануннаков клятву молчать, не предупреждать людей, дать им утонуть. Все поклялись, все кроме одного. Этим одним был Энки. И то, что он сделал, тянет на прямое предательство собственного народа, но именно благодаря ему, если верить табличкам, кто-то из нас вообще способен сейчас смотреть это видео. Клятву он формально не нарушил. Он не пришел к человеку и не сказал ему в лицо: «Бегите, вода уже идет». Вместо этого Энки сделал хитрее. В шумерском тексте есть человек по имени Зиусудра. В вавилонской версии его зовут Утнапиштим, а в той, что дошла до нас через Библию, Ной. Энки подошел ночью к тростниковой стене его хижины и заговорил не с человеком, а со стеной. Громко, так, чтобы человек за стеной все услышал. Формально Бог не предупреждал смертного. Он просто разговаривал с камышом. А то, что кто-то подслушал Мена, ну, кто ж виноват? И через эту стену Энки продиктовал точный чертеж.
Размеры судна, материалы, инструкция, как просмолить корпус, кого взять на борт. Все то, что потом почти дословно перекочует в рассказ о Ноевом ковчеге, но записано это было на глине за много веков раньше. А дальше пришла вода. Вот тут расшифровка табличек отвечает на самый главный вопрос. Что это вообще было? По версии Ситчина, потоп не был капризом природы. Причиной стало то самое приближение Нибиру. Гигантское небесное тело подошло к Земле на очередном витке своей орбиты, его притяжение сорвало нестабильный ледяной щит Антарктиды, и в океан обрушилась чудовищная масса воды и льда. Волна прошла по планете и смыла все. Ануннаки, зная о катастрофе заранее, просто поднялись на своих летательных аппаратах в небо и переждали ее сверху, глядя, как гибнет мир, который они сами и построили. И вот когда вода схлынула, случилось то, чего Энлиль не ожидал. Он спустился на Землю и увидел выживших людей. Увидел дым от жертвенного костра, который развел спасшийся человек. По тексту Энлиль пришел в ярость. Его план провалился. Кто-то нарушил уговор, и он сразу понял, кто. Обвиняющий взгляд упал на брата. Между двумя ануннаками вспыхнула ссора, едва не дошедшая до драки прямо над еще мокрой землей. Но Энки не отступил. Он сказал в лицо верховному правителю простую вещь. Истреблять целый разумный вид гадном — это чудовищно и бессмысленно. Люди нужны. Без них некому работать, некому служить, некому строить. И в конце концов Энлиль сдался. Человечеству разрешили жить. Больше того, выжившим позволили размножаться свободно, заселять землю заново. Именно с этого момента по шумерской версии начинается наша с вами настоящая история. История вида, которому один раз уже вынесли смертный приговор и в последнюю секунду отменили его. Вот здесь и сходится все, с чего началась эта история. Те самые проценты общей ДНК — это по логике сторонников теории и есть отпечаток Энки, оставленный в нашей крови еще в лаборатории. Мы — гибрид. Земное тело от примата и звездная искра от существ с Нибиру. Именно поэтому, утверждают они, человек так странно выделяется среди всех живых существ планеты. Слишком умный, слишком быстро развившийся, слишком не похожий на своих ближайших родственников обезьян, будто в цепочку эволюции кто-то грубо вмешался извне и перепрыгнул сразу через несколько ступеней. И это, кстати, объясняет еще одну застарелую загадку самой науки, так называемое недостающее звено. Ученые до сих пор не могут найти в летописи окаменелостей плавный постепенный переход от обезьяноподобного предка к человеку разумному, как будто где-то в цепочке недостает куска, как будто современный человек появился слишком резко, слишком внезапно. Официальная наука ищет этому естественное объяснение, а шумерские таблички, если принять их всерьез, дали свое объяснение 6000 лет назад. Недостающее звено не потерялось. Его просто никогда не было в природе, потому что его собрали руками в лаборатории Энки и Нинмах. Но если все это правда, если нас действительно создали, использовали и однажды чуть не уничтожили, остается один вопрос, от которого по-настоящему холодеет спина. Куда они делись? И что важнее, собираются ли они вернуться? Ответ на вопрос «куда они делись» таблички дают на удивление приземленный. Ануннаки по шумерской версии никуда не улетали в один день. Они уходили постепенно, и уходили не по-доброму. После потопа их отношения с людьми изменились. Теперь человек был уже не просто рабочим в шахте, а слугой, жрецом, царем, поставленным управлять от имени богов. Ануннаки по текстам разделили землю между собой. Каждому достался свой город, свой народ, свой участок. И вот здесь, если верить теории, кроется разгадка того, почему древние цивилизации по всему миру внезапно, почти одновременно, начали строить одно и то же — гигантские ступенчатые сооружения, направленные в небо. Шумерские зиккураты, египетские пирамиды, храмовые башни Центральной Америки. Сторонники теории считают их не гробницами и не храмами в привычном смысле, а стартовыми и навигационными площадками, местами, откуда ануннаки поднимались в небо и куда возвращались. А дальше боги, как это у них водится, перессорились. Раздел земли и власти привел к настоящей войне между разными группировками ануннаков. И вот тут таблички описывают вещь, от которой у современного читателя перехватывает дыхание. В одном из шумерских текстов рассказывается, как в ходе этой распри было применено оружие чудовищной силы.
Что-то, что мгновенно уничтожило целые города, выжгло землю, отравило ее на поколение вперед, а выживших убивало медленной, необъяснимой болезнью, от которой чернела кожа и выпадали волосы. Ситчин прямо утверждал, что речь идет о применении ядерного оружия за тысячи лет до Хиросимы. И что характерно именно к тем городам, которые в Библии сгорели в один миг с неба, к Содому и Гоморре. Самое неуютное в этой истории то, что археологи действительно находили в тех краях следы, которые не могут толком объяснить. Оплавленный песок, превратившийся в стекловидную корку, такое образуется при температурах, немыслимых для обычного пожара. Слои пепла и зашкаливающие показатели по некоторым элементам в древних развалинах Ближнего Востока. Официальная наука ищет для этого природные причины – метеорит, взрыв газа, удар кометы. Сторонники теории ануннаков указывают на текст, который назвал причину задолго до всех этих гипотез. После этой войны, по версии Ситчина, боги и вовсе потеряли интерес к Земле. Их становилось все меньше. Они улетали, умирали, уходили, а люди остались одни. С городами, которые им построили, знаниями, которые им дали, и памятью, которую они бережно записали на глине, а потом пересказывали из поколения в поколение, пока имена реальных, как они верили, существ не превратились в имена богов, а инструкции по строительству ковчега в притчу о Ное. Официальная наука всю эту конструкцию отвергает начисто. Шумерологи говорят, что Ситчин переводил таблички вольно, натягивал слова под свою теорию, а само слово «Нибиру» в клинописи означало вовсе не 12-ю планету, а точку небесного пересечения, связанную, скорее всего, с Юпитером. Астрономы отвечают, что никакой гигантской планеты с орбитой в несколько тысяч лет в Солнечной системе не обнаружено, а совпадения в мифах объясняются проще. Народы соседствовали и пересказывали друг у друга одни и те же сюжеты. Генетики напоминают, что человек делит значительную часть ДНК вообще со всем живым на планете, вплоть до банана, и никаких звездных вставок в геноме не найдено. И все же таблички лежат в музеях. Их можно увидеть в Британском музее, в Лувре, в Багдаде. Глина, обожженная 6000 лет назад, с рядами клиновидных значков, где черным по глиняному записано, как боги с неба лепили человека из земной твари и своей плоти, как они спорили, топить его или пощадить, и как один из них подошел ночью к тростниковой стене и заговорил с ней вслух, чтобы спасти того, кого сам же и создал. А на одной из самых известных древних печатей, хранящейся в Берлине, между двумя фигурами так и осталось выцарапанным маленькое солнце в кольце из шариков планет. Их там ровно столько, сколько человечество насчитало в своей системе только через несколько тысяч лет после того, как безымянный шумерский писец вдавил их в сырую глину заостренной палочкой.